Бандит прекрасен. Этот персонаж буквально оживил мой интерес к игре. Его кит-способности подразумевает стильную игру на ресетах и безумный урон при грамотном позиционировании. Раскрутив свой ревенант, Ибзом приговаривает и обнуляет кулдауны всех способностей. Черт побери, Hopoo Games дают поиграть за финального босса Deadbolt. Вот она, та самая легендарная каточка. В сегодняшнем забеге я поставил себе цель – казнить финального босса при помощи револьвера. На деле это не так просто, как кажется, потому что различные проки вроде колечек не засчитывают убийства, а попытка всего одна. Маловероятно, что вам супер интересен первый этаж в деталях. Как обычно, собираются белые шмотки, хотя даже они не особо нужны, чтобы одолеть босса. Гарантированные криты в спину дают бандиту гигантские стероиды на начальную игру. Портал был заряжен синей арбой базара. Здесь я прихватил пару загогулин, которые уменьшают перезарядку активок, но в противовес автоматически активируют их по кулдауну. Ну и как же не взять укулелю? Отмена, что-то я увлекся. Градус динамики и звероебки помножился с поднятием бегемота. Каждая дробинка расщепляет атомы риску Фрейна. Поистине легендарный предмет, который хочется видеть в каждом ране. Заканчивать забег на такой веселой ноте было бы странно. Так что я решил отправиться в цикл. Да и как иначе мне мимикрировать под Убер Денджера без бесконечных джампкатов. Тем более, сама игра разодорила мой интерес еще одной красной шмоткой. Боссом портала оказался навехонький дед. Красивый, я бы даже сказал грациозный гигант, который испепеляет лучами солнца всех вокруг. Жаль, угрозы большой не несет, да и хп маловато. Тоник. Прекрасная активка, бафающая статы. Вот только с каждой флягой есть вероятность получить перманентный дебаф на снижение всех характеристик. Это ослабление не работает, пока персонаж находится под действием бухла. Помните вот эту парочку? И я помню. К слову, тоник не единственный лунарный предмет, который я подобрал. В новом обновлении добавили крюки Ереси, которые заменяют ПКМ-обилку. Это довольно жесткая АОЕ-атака, которая в финале взрывается. Вместе с ранее найденным Brainstalks можно засрать хоть всю карту. Все бы становилось еще лучше, но случайным образом я споил дрона. В срочном темпе нужно было затариться новой бормотухой, иначе шансов на этом цикле у меня не было. Следующий цикл давался все тяжелее. Бандит со временем не молодеет, и я начинал чувствовать, что живу за счет проков мозгов. Пора было заканчивать с этой историей и отправляться к Митриксу.
Финальную локацию грамотно так переделали. Бескрайние пустоты стали чуть менее бескрайними и более структурированными. Перед битвой с боссом нужно активировать 4 заряжаемых пилона. Разработчики, как всегда, превзошли ожидания, и даже в базовой механике умудрились сделать приколюху. Пилоны разные и работают на разных условиях. Есть самый обычный захват точки, выталкивающий пилар, башенка, которая уменьшается по мере зарядки, и самая шустрая, запитывающаяся кровью. Также на выходе из локации придется активировать шаттл. Мало убить Митрикса, так нужно еще до битвы и после нее выжить. Вот сижу, читаю это и понимаю, что с момента апдейта прошла херова туча времени. Зачем я вообще вам это рассказываю? Побесоебим?